Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня здесь, в Петербурге, в исторической морской столице России, на Балтике, рассмотрим вопросы, связанные с укреплением и развитием военно-морского флота. Определим ряд приоритетных задач на будущее. Посмотрим, разумеется, со всех сторон на развитие кораблестроения в самом широком смысле этого слова. Отмечу, что совершенствованию военно-морского флота мы уделяем серьезное внимание, постоянное. Так, совсем недавно, как знаете, в конце марта в Северодвинске спущена на воду новая многоцелевая подводная лодка «Пермь». Затем обсудили там же многие важные вопросы развития флота, социального обеспечения моряков и членов их семей, а также обновления морских баз и инфраструктуры военных городков, что особенно актуально для наших арктических территорий. Вновь подчеркну, военно-морской флот играл и играет важнейшую роль в обеспечении обороны и безопасности России, в защите ее национальных интересов в мировом океане. И сегодня, и в перспективе наши корабли должны быть способны эффективно решать весь комплекс поставленных перед ними задач. В последние годы у нас реализуется масштабная программа модернизации ВМФ. На российских верфях от Калининграда до Владивостока идет серийное производство надводных кораблей и новых подводных ракетоносцев, в том числе новейших проектов «Борей-А» и «Ясень-М». На эти цели направлены значительные средства. За последние 5 лет построено 49 кораблей различных классов, а с 20 по 24 год, по сегодняшний день, введено в состав ВМФ 4 стратегические подводные лодки проекта «Борей-А» и 4 многоцелевые подводные лодки проекта «Ясень-М». Вместе с тем, очевидно, что динамика меняющейся обстановки в мире, появление новых вызовов, угроз, в том числе на морских направлениях, наконец, бурная технологическая, цифровая революция, роботизация и широкое внедрение беспилотных систем, все это требует формирования нового облика военно-морского флота. В этой связи важно определить перспективные характеристики и сбалансированный состав флота, оценить возможности научного и производственного потенциала по проектированию, строительству новых кораблей и судов обеспечения. При этом считаю необходимым подчеркнуть, важно системно и последовательно развивать все составляющие ВМФ, имея в виду подводные и надводные группировки кораблей, морскую авиацию, береговые ракетно-артиллерийские войска, а также средства обеспечения. Безусловно, одна из приоритетных задач – это укрепление отечественного флота в ключевом ее сегменте – стратегических ядерных сил, которые служат важнейшей гарантией безопасности России и сохранения глобального баланса. В этой связи, конечно, хочу отметить, что сейчас доля современных образцов вооружения и техники в морских стратегических ядерных силах составляет в России уже 100%. И подчеркну, этот показатель нужно удерживать и в дальнейшем. Наряду с этим следует продолжать и наращивать серийный выпуск современных кораблей различных классов. Они должны быть оснащены передовой техникой, включая высокоточное и гиперзвуковое оружие, роботизированными комплексными, обладать новыми системами управления, разведки, связи, радиолокации, гидроакустики и навигации. Вот я уже упоминал про Пермь, которая была спущена на воду 27 марта этого года. Многоцелевая подводная лодка. Она стала первой подводной лодкой, на вооружении которой стоят гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон». Но это уже напоминает, уже какие-то элементы появляются даже стратегических ядерных сил. Сколько дальность там «Циркона»?
за 1000, да и скорость под 10 махов. Ну вот. Это уже это оружие, которое может выполнять задачи стратегического характера на самом деле. При этом основу программ подготовки военных моряков должны составлять современная стратегия и тактика ведения боевых действий, в том числе с учетом опыта специальной военной операции. Отмечу, что в предстоящее десятилетие на строительство новых кораблей и судов ВМФ предусмотрено 8 триллионов 400 миллиардов рублей. И эти средства должны быть учтены при формировании государственной программы вооружений. Вот мы сейчас перед совещанием отдельно беседовали с министром финансов, тоже это вопрос принципиального характера. Эти средства предусмотрены, но это будет зависеть от самой программы развития военно-морского флота. Ну, вот как раз об этом сегодня и поговорим. При этом следует объективно оценивать возможности судостроительной, приборостроительной, станкостроительной и других смежных отраслей. И в полном объеме выполнять все те поручения, которые были даны ранее. В том числе по итогам совещания по вопросам развития кораблестроения, состоявшегося 26 июня прошлого года. Особое внимание, как мы и условились, должно быть уделено урегулированию вопросов ценообразования в кораблестроении и развития производства российских комплектующих и оборудования. Отдельная принципиальная тема для качественного развития флота и сегодня, и в будущем – разработка и выпуск отечественных беспилотных авиационных систем корабельного базирования и морских робототехнических комплексов, а также серийное производство безэкипажных подводных и надводных катеров. При этом все эти системы, действующие в воздухе, под водой, на морской поверхности, должны быть тесно интегрированы в единый разведывательно-ударный контур, связанный с нашей спутниковой группировкой. Повторю, именно такие передовые технологические решения, сбалансированное развитие флота на всех стратегических направлениях позволит нам эффективно решать задачи в сфере обеспечения безопасности, обороны, защиты наших интересов в мировом океане и в условиях глобальных геополитических и технологических изменений. Давайте начнем работать.